Леонид служил около полугода. Стоит на обочине и палочкой машет. Молодой лейтенант уже полгода работал в дорожной полиции. За все время несения непростой службы ни одного преступления не раскрыл. Да и коллеги потрунивали, мол, нюха профессионального у тебя нет. Останавливает не те машины, в то время как другим коллегам выписывали премии и благодарности за показатели раскрываемости. Парню не везло, хотя нюх усердно развивал, в основном просматривая фильмы, детективы о коллегах. И тут, как по заказу, едет катафалк. Леонид буквально недавно видел фильм, и там вместо покойника перевозили наркотики. Молодой лейтенант решил, что это его шанс раскрыть похожие преступления. Когда катафалк остановился, сотрудник полиции потребовал открыть машину для досмотра. Водитель нехотя вышел и открыл дверь. В салоне был закрытый гроб. Мужчина насторожился и нервно поинтересовался, для чего блюстителю порядка труп одинокого алкоголика, и начал возмущаться, что первый раз в жизни его остановили для досмотра такого печального содержимого салона его машины. Леонид сказал, что есть наводка о том, что в одном из катафалков перевозят запрещенное, вот всех и проверяют. Водитель явно занервничал. Он был бандитской наружности с татуировками на пальцах. Полицейскому это показалось странным. Он уже представлял гроб, набитый запрещенным грузом, но когда по повторному требованию, уже с применением оружия, водитель сдвинул крышку, то его разочарованию не было предела, лежала маленькая старушка. Чтобы уже совсем не выглядеть нелепо в глазах водителя катафалка, начал расспрашивать, на какое кладбище повезут усопшую и от чего она почила. Леонид снова намекнул, что в городе разыскивается катафалк, а в связи с чем не сообщил, сказал только, что это закрытая информация. Водитель опять заволновался и запутался в том, что говорил чуть ранее. Он сказал, что бабка от сердечного приступа померла, а ведь Леонид помнил, что первоначально мужик говорил про алкоголика. Полицейский покосился на тело бабушки, совсем она не была похожа на пьющую. Он стал внимательно присматриваться, старушка была небрежно одета, как будто у нее сердце схватило, пока телевизор смотрела. Если это одинокая старушка, то вполне может быть, что и позаботиться некому. Тут мужик рассказал, что у нее много родственников. Это насторожило парня, одинокий алкоголик вдруг превращается в старушку, сердечницу, да еще и с кучей родни. Полицейский положил руку на пистолет и начал обыскивать тело. Тут точно что-то не так, решил он, потерял на секунду бдительность и тут же получил сокрушительный удар по голове. Леониду все же удалось встретить на дороге настоящего преступника, но волнение сыграло с ним злую шутку, думал он, когда спустя какое-то время очнулся в гробу. Придя в себя, он с ужасом понял, что лежит рядом с мертвой бабушкой. У парня началась паника. Он не знал, чего больше боялся, трупа лежащего рядом или того, что он в закрытом гробу. От обеих неприятностей невозможно было моментально избавиться. Гроб был маленький, а бабуля лежала совсем впритык к нему. Тут он понял, что даже не это самое страшное, они едут по грунтовой дороге, вероятнее всего на кладбище. Леонид вспомнил про пистолет, но водитель не дурак, забрал его. Полицейский начал бить по крышке гроба, хоть и дешевый, но просто так его не поломать, только костяшки себе отбил. Тем временем становилось все более душно, похоже, что кислород был на исходе. Тут для одного воздуха мало, а для двоих тем более, с горечью подумал Леонид, хотя бабушка-то не участвует в этом процессе. Однако нужно было что-то срочно предпринять. Он нащупал в кармане телефон, но сети не было. Не слишком отчаиваясь, начал ощупывать старушку. Но вместо чего-то полезного для выламывания досок, он нащупал пульс у бабушки. Задача усложнялась, кроме того, чтобы спастись самому, нужно еще спасти пожилого человека. Похоже, старушку чем-то опоили. Надо как-то отсюда выбираться им обоим. Тут машина остановилась. Полицейский замер, неужели его услышали? Но все оказалось гораздо прозаичнее. Гроб вытащили из машины, практически кинули в яму и начали засыпать землей. Леонид начал кричать от злости и обиды, что он найдет преступника и посадит его за решетку. Но преступнику было абсолютно все равно, он никак не реагировал на обещание полицейского. Молодой человек слушал, как сверху падает земля, и в это же время понимал, что все отчетливее становится дыхание бабушки. Лучше бы она в себя не приходила, иначе как он ей все это объяснит. Вдруг раздался звук сильного удара, и наступила тишина. Леонид включил телефон и посветил им на бабушку. Она резко открыла глаза, заорала и начала колотить молодого человека. Наверху снова послышался шум. На этот раз земля не сыпалась сверху, а наоборот ее убирали. Если бы он только знал, чем все закончится. Дорогие друзья,
Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.